Друзья, приветствую вас, вечерний обзор. Давайте рассмотрим, какие происходили новости, какие события, как это все будет влиять на рынок, а также какие движения предполагаются по доллару, нефти, золоту, рублю сегодня на вечерней сессии. Так, ну вот никак не отпускает эта ситуация с перекрытым Суэцким каналом. Все забито, все заполнено новостями. Судя по тому, что сегодня буксировка не удалась, возможно, действительно вся эта процедура затянется. Ну и российский МИД в своих прогнозах оказался прав, что это займет где-то 10 дней. Потому что изначально проблема не казалась такой серьезной, такой напряженной. Ну, села на мель и села на мель. То есть такие вопросы, они в течение нескольких дней обычно решаются. Но здесь сразу оказалось ряд моментов. Ну, само собой, Суэцкий канал, потом судно все-таки достаточно великовато, не 150, а 200, дедвейт у него. Вот. Ну и все это наслоилось одно на другое, и получается такая картина, что действительно эта процедура, она затягивается. Конечно, это очень для мировой торговли неприятно, потому что это эффективный и быстрый способ довести каналы, товары из одного места Юго-Восточной Азии в Европу и, возможно, даже в Соединенные Штаты где-то. То есть не надо огибать Африку, можно чик, быстро и попасть куда нужно. Здесь еще такой момент есть неприятный, потому что это удар по логистике. Логистика только начала восстанавливаться. Соответственно, здесь сразу нарушилась куча логистических цепочек, самых разных. Дело даже не только в нефти. Нефть это уже как бы, ну просто на нее эмоционально сразу отреагировали, потому что такой регион, который очень сильно взаимосвязан с нефтью. Там же находится Саудовская Аравия, другие добытчики. Здесь идет доставка товаров из Юго-Восточной Азии. И поэтому такой коллапс, он приведет к тому, что начнут сбоить цепочки в поставках, в производстве. Ну и это дополнительно окажет влияние в части возникновения дефицита и роста цен. Ну, мы с вами видим, что происходит рост нехорошей инфляции, той инфляции, которая инфляция издержек. Эта инфляция, она не способствует восстановлению экономики, она наоборот ее задвигает на задний план. Пошли уже такие грозные заявления, что ситуация в Суэцком канале это предвестник новой холодной войны. Ну, конечно, это не более чем нагнетание. Тут кто-то пугает холодной войной в Суэцком канале. Макрон заявляет о том, что идет вакцинная война, которую ведут Россия и Китай. Но на самом деле, с моей точки зрения, это не вполне как бы справедливое и корректное заявление. Даже дело не в том, что там Россия и Китай затронуты, а дело в том, что есть гораздо более крупные игроки, которые заинтересованы в том, чтобы с помощью вакцин оказывать влияние, в том числе и на Европу. Это, конечно же, англосаксы. Это Великобритания и Соединенные Штаты. То есть говорить, что вот там Россия с Китаем все это дело там устроили, какую-то вакционную войну замутили, ну, я считаю, это просто неполная информация. Если вы хотите говорить, как оно на самом деле есть, и разбираться, почему с AstraZeneca возникла такая ситуация, почему в Европе пошла там уже энная волна, в Америке не пошла. Давайте как бы на чистоту тогда брать все карты и рассматривать. Потому что крупнейшие производители вакцин это, конечно же, англосаксонские компании. И если здесь начинать выяснять, кто и что в вакционной войне, давайте как бы ключевых игроков тоже будем рассматривать. Так, давайте перейдем к календарику. Что тут у нас было? Что тут у нас было? По Германии вышла достаточно хорошая статистика. Но вот у меня есть такое ощущение стойкое, что Германия станет, скажем так, страной, которая быстрее всего восстановилась из вот этого ковидного ужаса, мрака. Мы видели на этой неделе, какие вышли данные по индикаторам макроэкономическим. Вообще, как бы сама по себе экономика Германии, она нацелена в очень большой степени на производство прибавочной стоимости. И причем, как бы там, если, допустим, рассматривать модель, которая работает в Соединенных Штатах, в Англии, то у них в большей степени осуществляется экспорт чего-то там, технологий, производства и так далее. Германия в большей степени ориентирована, чтобы и разрабатывать, и производить на своей территории. И в этом, собственно говоря, в тех условиях, когда происходит нарушение
логистических цепочек, вот то, что мы сейчас наблюдали в ковид, Германия, она оказалась в более выгодной ситуации, нежели другие страны. Нельзя сказать, что ее совсем это не коснулось, но с моей точки зрения она пострадала здесь в меньшей степени. Вот, с учетом специфики немецкого менталитета, я думаю, это как раз будет та страна, которая она как локомотив потянет вверх и Европу, и, возможно, даже весь мир. Как это ни звучало бы парадоксально. Конечно, там по количеству населения и по размерам экономики она уступает Соединенным Штатам, но здесь немецкий порядок может, в общем-то, дать прикурить кому угодно. Так, далее. Сальдо внешней торговли США, ну, оно продолжает расти, то есть у них накапливается отрицательный баланс со всем миром. Так, товарные запасы в розничной торговле растут. Ну, здесь вот это значение, оно двояко. С одной стороны, это говорит о том, что товарные запасы растут, это скорее всего связано с ростом спроса. С другой стороны, это может быть затоваривание, и на самом деле здесь ничего хорошего за этим не кроется. Так, ну в целом, если рассматривать все вот эти показатели по Америке, то здесь все более или менее плюс на минус, где-то в среднем вышло в районе 36,6. Никаких здесь таких существенных сверхотклонений ни в большую, ни в меньшую сторону я не наблюдаю. Так, друзья, далее американский индекс SFD на фьючерс S&P. Здесь ситуация отличная. Действительно, вчера после высадки пассажиров появилось топливо для дальнейшего роста. Ну, здесь, соответственно, на следующей неделе, возможно, разовьется движение, цель которого будет 3970 и потестить вот этот хай. Если переходить на часовой таймфрейм, то, скорее всего, рост на сегодня и на эту неделю себя исчерпал, и, вероятно, будет закрытие в боковике. Верхняя граница 3940, нижняя граница 3910. Даже, наверное, ближе вот здесь вот к верхней границе, здесь и закроемся. Так, друзья, далее VIX. По VIX аномальное поведение, рост по VIX не развился. VIX тестирует новое дно, локальное дно, и пытается закрыть вот этот гэп, сходить в район 17-17,5. Но здесь как бы с учетом динамики движения, возможно, даже ему дадут сделать задерг на 17,5, на 17. Но потом его все равно потянут наверх, потому что вот эта игра, которая началась, она где-то вот отсюда, наверное, пошла, с февраля 2021 года. Я думаю, по крайней мере, вот этот участок надо завершить, сделать задерг на 30. Вот. А дальше посмотрим, к чему это приведет. Сейчас пока болтаемся в районе нижней границы, это 18,8, 18,5. Возможно, даже на следующей неделе будет задерг на 17,5. Но я пока как бы не особо в это верю. Вот. То, что он у нижней границы болтается, он все время болтается у нижней границы, когда идет сверху вниз, но потом он после этого набирает позу и отскакивает. Далее индекс доллара, DXY, дневной таймфрейм. Сегодня идет попытка коррекционного отката, но конец недели, пятница, вполне как бы естественно. То, что выросло, оно должно припасть. Но на самом деле, если закрытие будет выше 92,5, я думаю, здесь ни о каком расслаблении речи не пойдет, и он продолжит движение на следующей неделе до 94. Так, друзья, далее нефть Brent. Отличный сценарий, отлично, 64,4 мы сегодня отработали, закрепились. Ну, я думаю, что закрытие сейчас будет где-то в диапазоне от 64 до 64,7, вот здесь. Вот. Ну и то, что у нас происходит такое закрытие, открывается окно возможностей на следующей неделе потестить 66,25 и, возможно, над ним закрепиться. Так, ну если 4-часовик брать, то здесь как бы все карты в руке, пробой 65 и движение по 4-часовику, цель даже находится выше, в районе 67,95. Так, друзья, далее золото, часовой таймфрейм. Был у нас сегодня ложный пробой 1721. Этот пробой его полностью выкупили. Вот, и на текущий момент у нас вся гамма движения на часовом таймфрейме она отработана, и поэтому весьма вероятно, что закрытие по золоту будет где-то в районе 1728-1733, вот здесь вот. Сейчас идет попытка нарисовать разворотную формацию. В том случае, если эта попытка приведет к пробою 1727, то мы откатимся, и здесь у нас цель движения будет в районе 1723,5.
Вот. Но я бы на это ставку не делал. Я думаю, здесь ну, мы вот где-то в этом диапазоне и закроемся, потому что весь спектр движения сегодня вообще отлично по золоту отработал, все сходило, но сейчас я не вижу никаких оснований для существенного коррекционного отката. Закрепиться здесь, я думаю, наиболее вероятный сценарий. На следующей неделе посмотрим, к чему это приведет. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС, июньский фьючерс Рим-1. Но здесь у нас, по сути, все нормально, все по плану развивается движение, цель которого, первая цель это 144. Возможно, сегодня эта цель будет сделана, но в любом случае, сейчас давайте часовик посмотрим. Если сейчас разовьется коррекционный откат и не будет пробоя 141 600, то это придет к тому, что этот откат будет выкуплен либо сегодня, либо в понедельник с утра и пойдет дальнейший рост. 144 немножко осталось, далее цель движения находится на 145 500, 146. Если мы не удерживаемся, вот этот диапазон пробиваем, то у нас цель движения это откат на 140, 139 500, вот сюда вот этот диапазон. Текущая ситуация указывает на то, что наиболее вероятный сценарий сейчас нахождения вот в этом боковике и потом дальнейшая попытка роста ухода наверх. Так, друзья, далее доллар-евро, дневной таймфрейм. Сегодня, видимо, Германия всех спасла, потому что евро стремится сегодня закрыться выше 1,1790. Это было бы исключительно положительный момент, потому что в этой ситуации возрастает вероятность на следующей неделе движения на 1,19. Ну и если такое движение состоится, то индекс доллара, разумеется, наверх не пойдет. Так, ну вот сейчас на часовик перейдем. 4-часовик не будем смотреть, он сейчас не показателен. Ну по часовику отличная картина, то есть все, мы если сегодня закрепляемся на 1,1790, то в понедельник нас ждет сразу движение на 1,1847. На текущий момент наиболее вероятный сценарий это закрепление над вот этим сильным уровнем и закрытие недели в этом диапазоне. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Здесь отличная ситуация, она во многом схожа с евро. То есть, видите, вот здесь у рубля тоже был вот этот сильный уровень 76,2, он и остался, но мы закрываемся, скорее всего, под ним. Вот в этой поджатой консолидации 75, 75, 76,2. Это очень позитивный момент, потому что с учетом такого закрытия на следующей неделе весьма вероятно будет продолжение отката коррекционного на укрепление рубля против доллара. Так, ну переходя на часовик, на что здесь можно обратить внимание? Сейчас будет, ну или уже произошло тестирование 75-75. Если мы вот этот уровень не пробиваем, то у нас сегодня пойдет попытка коррекционного отскока, цель которого будет 76.05. Сходите вот сюда. При текущей динамике и ценах на нефть, я думаю, вероятность пробоя 76,2 и закрытия выше этого значения, она не очень велика. Скорее всего, либо боковик вот здесь вот, либо попытка пробоя вот этого диапазона и уход в консолидацию 75,5, 75, 75. Вот это коротенькая, маленькая консолидация тайная здесь. Так, друзья, далее вопрос по американскому рынку. Был вопрос по Тесле. По Тесле мы, конечно, просели, и у нас сейчас вот актуальна торговля в диапазоне 530-650. Это по месячному таймфрейму, достаточно большой диапазон, ну и таймфрейм месячный. Если опираться на месячные данные, то у нас апрель месяц здесь будет ключевым. В зависимости от того, как в апреле будут развиваться события, мы получим либо повторение вот этого сценария и дальнейшее движение в район 900-1000, или же мы получим здесь пробой уровня 530 и возврат на 420-350. Вот. Два таких достаточно радикальных сценария. Пока не будем ни одному отдавать предпочтение, посмотрим, как закроется март. А сейчас на текущий момент давайте посмотрим более короткие таймфреймы. Так, давайте сразу возьмем 4-часовик. 4-часовик у нее очень-очень занятный, потому что здесь у нас возникла консолидация в диапазоне 707-590. Вот. Если здесь не будет
повторного движения вниз и пробоя 595, то у нас вот эта формация, которая образовалась, она приведет к тому, что сегодня либо в понедельник будет пробитие ключевого уровня 650 и попытка сходить и закрепиться в районе 700, вот сюда вот. Если здесь возникает пробой вот этого диапазона, то она, во-первых, сразу, скорее всего, сходит на 575-570 и, возможно, будет тестировать 532. Я думаю, сейчас более вероятный сценарий – это проторговка в этом диапазоне и на следующей неделе попытка отскочить. По поводу этой акции я не могу далеко загадывать, потому что на длительных дистанциях бессмысленно играть против гения Илона Маска. Так, друзья, ну и далее Intel. По Intel был вопрос. Intel открывает новые заводы. Соответственно, хотят, я так понимаю, по максимуму полный цикл Соединенные Штаты перенести, чтобы не быть завязанным на Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вот. И здесь у нас получается такая интересная картина. Движение наверх, откат, но, к сожалению, мы пока не закрепились на 65. Переходя от месячного к дневному таймфрейму, у нас здесь возник импульс движения. Цель этого импульса движения сходить на 67-67,5, что мы сейчас и наблюдаем. Соответственно, этот цикл движения аннулируется, если будет коррекционный откат и пробитие 60,5. В этой ситуации она начнет проседать. Первая возможная остановка будет 57,8. Но, скорее всего, движение разовьется и цель будет в район 51. Вот. Я думаю, более вероятно то, что сейчас останется в этой консолидационной области и на следующей неделе попытается сходить на 67,5. Так, друзья, ну, в общем-то, все. Основные инструменты. Спасибо за внимание. Если что, пишите на почту. Комментарии под видео. Хороших выходных. Счастливо.